Представьте страну, которая выиграла все. За одно поколение она прошла путь от руин до десятки крупнейших экономик планеты. Ее телефоны лежат в вашем кармане, ее машины стоят на ваших улицах, ее сериалы самые просматриваемые на Netflix, ее музыка собирает стадионы от Лос-Анджелеса до Лондона, ее косметика стала мировым стандартом индустрии. Самый быстрый интернет, самые чистые улицы, почти нулевая уличная преступность, доступная медицина, безопасность, о которой другие столицы могут только мечтать. 5-е место в мире по продолжительности жизни. 70 лет назад эта страна была беднее Ганы и Гаити. Сегодня десятка крупнейших экономик мира. Ни одна страна в истории не поднималась так высоко, так быстро. Идеальная страна, витрина цивилизации, реклама будущего 21 века. Но у этой идеальной картинки есть обратная сторона. 0,72 ребенка на одну женщину. Самая низкая рождаемость за всю задокументированную историю человечества. Не Кореи, человечества. Так низко не падала ни одна страна, ни в войну, ни в голод. При этом темпе из каждых 100 корейцев через 2 поколения останется 12. Нация исчезает без выстрелов, без взрывов, без внешнего врага. Она исчезает изнутри. 20 лет подряд первое место по самоубийствам среди всех развитых стран мира. Для корейцев от 10 до 30 лет суицид – причина смерти номер 1. В корейском языке есть официальное юридическое слово, означающее смерть от переработки. Каждый 4-й ребенок младше 2 лет уже ходит на подготовительные курсы, младше 2 лет. Примерно каждая 3-я молодая женщина из Сеула прошла через пластическую операцию. Популярный подарок на окончание школы – новое красивое лицо. Больше 40% людей в Корее живут одни. Нет семьи, нет пары, один человек за закрытой дверью. А 500 000 молодых людей месяцами почти не выходят из своих комнат. И государство нанимает специалистов, чтобы они буквально придумывали и возвращали людей в социальную жизнь. Все это одна и та же страна. Самая успешная страна планеты тихо отказывается жить дальше. Как это возможно? Как нация, выигравшая все, оказалась первой в очереди на исчезновение? Сейчас вы увидите блеск витрины и пустота за ней, две стороны одной и той же системы, одного и того же механизма. И вот главный вопрос этого видео. Если Южная Корея страна, где будущее уже наступило, почему все больше людей не хотят в нем жить? Досмотрите до конца, потому что это видео не только про Корею. Конкуренция, культ внешности, соцсети, гонка за статусом – все это уже работает и в нашей жизни. Но Южная Корея довела эту систему до идеала. Она стала самой быстрой, самой технологичной, самой успешной и первой уперлась в потолок. Корея – это мы, просто на 20 лет вперед. И сегодня мы увидим, что находится в конце этой дороги. – 1953 год. Корейская война закончилась. Страна лежит в руинах. ВВП на душу населения ниже, чем в Гане и Гаити. Нет нефти, нет полезных ископаемых, нет плодотворных равнин. У Южной Кореи был ровно один ресурс – люди. И тогда государство приняло решение, которое определило все на 70 лет вперед. Если единственный ресурс – человек, значит человек должен работать как ресурс, на пределе. Дальше произошло то, что экономисты называют чудом на реке Ханган. За 30 лет аграрная страна превратилась в индустриального гиганта. Государство сделало ставку на гигантские семейные конгломераты. Чеболи, Samsung, Hyundai, LG, SK. Им давали кредиты, защиту и рынки, а они тащили страну вверх. Страна, где в 60-х большинство домов не имело электричества, к 90-м производила микрочипы. Сегодня только один Samsung со связанными компаниями формирует по разным оценкам порядка 1/5 части всей корейской экономики. Это был величайший экономический спринт в истории человечества. Но у этого чуда был важный фундамент – чеболи. Это не просто корпорации, это современный корпоративный феодализм. Samsung, Hyundai, LG, SK – 4 столба, вокруг которых выстроена вся страна. И если ты попал внутрь, у тебя есть все – зарплата, статус, уважение и светлое будущее. Если не попал, ты за стеной. По сути, это главная цель жизни каждого корейца. Экономическое чудо Кореи было построено на 3 негласных правилах, которые впечатались в культуру целой нации. Первое правило – ты то, что ты добился. Не кто ты, не что ты чувствуешь, важен только твой статус. Правило второе. Рядом всегда есть кто-то лучше, значит расслабляться нельзя никогда. Правило третье. Провал – это позор. Ни урок, ни опыт – позор для тебя и твоей семьи.
Пока страна была бедной, эти правила работали как топливо. Голод лучший мотиватор. Но потом страна стала богатой, а правила остались. Гонка, у которой когда-то была финишная черта, выбраться из нищеты, превратилась в гонку без финиша. Бежать стало некуда, но останавливаться уже нельзя. Вот здесь и начинается настоящая история Южной Кореи. У этой гонки есть стартовая линия, и она начинается с детства. Один день в году Южная Корея останавливается. Открытие фондовых бирж переносят, офисы начинают работать позже, чтобы освободить дороги, полиция с мигалками везет опоздавших школьников на экзамен, а в определенный промежуток времени по всей стране запрещены взлеты и посадки самолетов, чтобы шум двигателей не помешал школьникам слушать аудирование по-английскому. Все это ради одного экзамена – Сунын. 8 часов, которые, как верит вся нация, определяют жизнь человека и его будущего целиком. Университет, работу, доход, круг общения, брак и даже то, как на тебя будут смотреть родственники на семейных праздниках. Вдумайтесь, судьба 70 с лишним лет жизни решается за 8 часов в 17 лет. Поэтому и подготовка к этому дню должна быть соответствующей. Чуть ли не с самого рождения. Гонка начинается, как только вы родились. И чтобы стать победителем в этот день, корейская семья тратит все детство ребенка. Знакомьтесь. Хагвоны – частные репетиторские академии. Формально они дополнительные, по факту они есть настоящая система образования. Около 72% школьников посещают их после обычной школы. Типичный день старшеклассника. Школа в 8 утра, потом хагвон, потом самоподготовка. Домой к 10-11 вечера. Государству даже пришлось вводить комендантский час для академий, запрещая занятия после 10 вечера. И родители еще и возмущались, что детям не дают учиться дольше. К сожалению, урок уже закончен. Не может быть! Почти половина корейских детей младше 6 лет уже ходит в частные академии, каждый четвертый ребенок младше 2. Появились дошкольные медицинские треки, подготовка к поступлению на медфак для детей, которые еще не умеют толком говорить. Гонка начинается раньше, чем сформировалась личность. Совокупно корейские семьи тратят на частное образование десятки миллиардов долларов в год. И вот парадокс. Количество детей в стране падает, а расходы на их обучение растут. Меньше детей, но каждый несет на себе все больше ожиданий. Здесь нужно сказать прямо. В этой системе ребенок перестает быть ребенком. Он становится инвестиционным проектом семьи. У проекта есть портфель. Рейтинг в классе, баллы экзаменов, правильный университет, будущая профессия и статус. Есть вложения, годы, нервы и почти весь семейный бюджет. И есть ожидаемая доходность. Ребенок обязан окупиться должностью, зарплатой, обычным браком, гордостью родителей перед родней. Я не помню, чтобы меня спрашивали, чего я хочу. Меня спрашивали, какой у меня рейтинг. В национальных опросах около 30% корейских школьников сообщают о симптомах депрессии. Почти половина подростков называют учебу главным источником тревоги в жизни. Доля попыток самоубийства среди учеников средней школы за последние годы выросла с 3,7% почти до 6%. А среди причин смерти корейцев в возрасте от 10 до 30 лет суицид – причина номер 1. И корейская система работает ровно так, как должна. Если ценность человека зависит от его места в рейтинге, а наверху место только для единиц, большинство всегда будут чувствовать себя проигравшими. Это не ошибка системы, это ее математика. В рейтинге из 100 человек 99 всегда будут недостаточно хороши. Но допустим, ты все детство хорошо учился, отдал школе почти всю свою жизнь, сдал Сунын, поступил в универ мечты. Гонка окончена? Конечно нет. Потому что теперь начинается новая гонка, уже не за баллы, а за внешность, за соответствие идеалу, который постоянно меняется. Ты вырос, но система не перестала тебя оценивать, просто теперь она смотрит не только на твой аттестат, она смотрит на твое лицо. В одном районе Сеула, Канаме, сконцентрированы сотни клиник пластической хирургии, целое здание этаж за этажом. Южная Корея стабильно держит одно из первых мест в мире по числу косметических операций на душу населения. По многим оценкам, через руки хирургов проходит примерно каждая третья молодая девушка Сеула. Популярный подарок родителей на окончание школы – пластическая операция. В
Корее к внешности относятся очень серьезно, потому что это экономика. Десятилетиями стандартное корейское резюме включало фотографию, а нередко рост, вес и семейное положение. Работодатели открыто признавались, внешность влияет на найм. Само явление получило имя лукизм, дискриминация по внешности, и в Корее это слово знает каждый. Государство даже пыталось законодательно вводить слепой найм, без фотографий, насколько системной стала проблема. Прошу, удалите мое фото. Удалите его. Теперь смотрите, какая выстраивается логика, холодная и абсолютно рациональная. Если лицо влияет на работу, а работа определяет статус, а статус определяет брак, круг общения и будущих детей, то операция это не каприз. Это инвестиция с понятной доходностью. Кореянка, ложащаяся под нож, ведет себя не безумнее, чем американец, берущий кредит на образование. Оба покупают конкурентное преимущество. Социологи называют это эстетическим капиталом. Как деньги, как диплом, его можно накопить. В него можно вложиться, его можно потерять. И чем ближе ты к идеалу красоты, тем выше твоя цена на этом рынке. У красивой девушки больше шансов оказаться рядом с успешным менеджером крупнейшей компании, попасть в его круг, познакомиться с его влиятельными друзьями, и вот здесь красота окончательно перестает быть красивой. Она становится активом, валютой, инвестицией в будущее. В системе, где успешных и богатых мужчин мало, а конкуренция за них огромна, партнер все чаще воспринимается не как человек для любви и семьи, а как социальный лифт. И если лицо может открыть дверь в лучшую жизнь, значит менять его нужно как можно раньше, пока ты еще молодая, пока рынок еще считает тебя ценной. А там, где лицо стало валютой, появляется и вторая валюта – вещи. Южная Корея тратит на люксовые бренды больше всех в мире на душу населения. Больше американцев, больше китайцев, больше арабских шейхов. Потому что в обществе тотального сравнения брендовая сумка это уже не просто сумка. Это подтверждение того, что ты не проиграл. Телефон, одежда, машина, район, в котором ты живешь, все превращается в публичный отчет обществу. Школьники считывают статус одноклассника по брендовой сумке. Взрослые – по району, машине, часам и логотипу на сумке. Ты можешь ничего не говорить, твои вещи все равно говорят за тебя. Кто ты и что ты. В обществе статуса бренды становятся выходным билетом. С тобой за один стол не сядут, если у тебя нет брендовых вещей, потому что все боятся выглядеть ниже. Все хотят быть рядом с теми, кто поднимает их статус, а не тянет вниз. Возьму это все. Боже, ты все это купишь? Потрясающе. В такой культуре вещи превращаются в социальный паспорт. Они показывают, к какому классу ты принадлежишь еще до того, как ты успел открыть рот. А потом все это добили смартфоны. Почти у каждого взрослого телефон в руке. Скоростной интернет везде. И социальные сети превратили оценку внешности из редкого события в бесконечный процесс. Раньше тебя оценивали иногда. На собеседовании, на свидании, при знакомстве. Теперь тебя оценивают постоянно, каждый день. Камеры здесь по умолчанию снимают с бьюти-фильтром. Целое поколение выросло, видя себя чаще на экране, чем в зеркале. И экранная версия всегда лучше реальной. Психологи описывают новый тип расстройства. Люди приносят пластическим хирургам не фотографии актрис, они приносят свои отфильтрованные селфи и просят сделать их лицо таким. Вдумайтесь, человек просит хирурга привести реальность в соответствии с алгоритмом. Но разве мы сами не делаем то же самое? Выбираем лучшее фото из десятки дублей, ставим фильтр, убираем недостатки и не выкладываем снимок, если плохо получилось. Разница только в масштабе. В Корее это просто зашло дальше, но суть та же. Корея не придумала культ внешности, она просто довела его до максимума и построила экономику, где лицо стало валютой, а красота билетом в более удобную жизнь. И давайте честно, эта логика давно была не только в Корее. В наших странах тоже немало девушек делают ставку не на образование, не на профессию, не на собственную независимость, а на внешность. Да, не все, но многие. Потому что система показывает им простой путь. Если ты достаточно красивая, можно не пробиваться самой. Можно оказаться рядом с тем, кто уже пробился. В мире, где внешность открывает двери быстрее, чем диплом, человек начинает относиться к своему лицу как к инвестиции. Но для Кореи даже этого мало. Идеальные баллы на экзамене, идеальная внешность, университет мечты, должность в крупной компании. Казалось бы, вот она жизнь, ради которой ты работала с детства. Вот он финиш, ты добежал, ты победил. Но эта модель не финальная. Потому что как только ты получаешь работу мечты, начинается новая гонка. Теперь уже не за оценки, не за внешность, а за право не выпасть из системы, в которую ты так долго пытался попасть. Стандарты красоты в Корее со временем стали жестче. Из-за возросшего уровня жизни люди стали больше заботиться о том, как они выглядят. Они увидели, как эстетическая медицина может улучшить качество кожи.
и с ней, и внешность. А в результате сделать человека более уверенным в себе и успешным в карьере. Я думаю, дело тут не столько в физиогномике, сколько в уверенности в себе. В корейском языке есть одно слово, у которого нет аналогов в большинстве языков мира. Квароса – смерть от переработки. Это не метафора, это юридический термин. Государственная статистика ежегодно формирует сотни случаев, когда официальной причиной смерти, то бишь инсульта, инфаркта и суицида, признается работа. В Японии есть слово-близнец – кароси. И это очень показательно. Именно странам азиатского экономического чуда пришлось придумать отдельное слово для смерти от работы. Корейцы десятилетиями работали больше всех в развитом мире, на сотни часов в год больше, чем немцы или французы. В 2018 году государству пришлось законодательно ограничить рабочую неделю. Обратите внимание на цифры. Не 40 часов, 52. И это считалось прогрессивным шагом. А спустя несколько лет правительство всерьез обсуждало поднять потолок до 69 часов и отступило только после взрыва возмущения молодежи. Но почему люди соглашаются на этот безумно тяжелый путь? Потому что выбора по сути нет. Экономика, выстроена вокруг чеболей, создает узкое горлышко. Несколько десятков корпораций – это есть хорошая жизнь. Попасть туда значит выиграть. Не попасть – значит оказаться неудачником. Не хочу на работу. Нет, иди. Зарабатывай на жизнь. На одно место в крупном конгломерате претендуют десятки, иногда сотни выпускников, а доля молодых людей, которые не работают и не учатся, выросла почти до 80%. И Корея оказалась едва ли не единственной развитой экономикой, где этот показатель за десятилетия увеличился. Самое поразительное, почти половина этих выпавших – люди с высшим образованием. Система произвела миллионы дипломов, под которые просто нет мест. И здесь кроется ответ на вопрос, почему кореец терпит переработки. Крупная компания в Корее – это не просто работа, это пропуск в нормальную жизнь. Бейдж Samsung – это одобренная ипотека, согласие родителей невесты, уважение соседей и место в обществе. Потерять его значит потерять не должность, а статус человека, который состоялся. Поэтому люди сидят в офисе до ночи не за любви компании, они сидят из страха выпасть из системы, потому что за ее стеной, как они выучили с детства, жизни нет. В бесконечной гонке есть еще одно тяжелое последствие. Когда вся жизнь соревнования, любой другой человек – это кто? Друг? Нет. Конкурент. И общество, состоящее из конкурентов, начинает делать то, чего не делало ни одно общество в истории. Оно начинает избегать самого себя. В корейском языке появилась целая грамматика одиночества. Хонбаб – есть в одиночку, хонсуль – пить в одиночку, хонжок – целое племя одиночек. Люди, сознательно выстроившие жизнь без других. Рестораны ставят перегородки между посадочными местами, чтобы одинокому едоку было комфортней. Индустрия подстроилась. Порции на одного, путешествия на одного, караоке-кабинки на одного. Уже больше 40% всех граждан Кореи – это один человек, никакой семьи. А как по-другому? Когда ребенку с детства объясняют, что он должен быть лучше других, он перестает видеть в людях людей. Одноклассники – конкуренты, друг – конкурент, коллега – конкурент. Даже отношения в какой-то системе перестают быть местом доверия. Потому что партнер уже не просто партнер, он тоже участник гонки. Сегодня он рядом с тобой, а завтра может выбрать того, кто успешнее, красивее, богаче и статуснее. Так общество медленно теряет самое главное – доверие. Потому что невозможно доверять людям, если всю жизнь тебя учили их обогнать. А на краю этой системы явление, о котором страна долго молчала. Молодые люди неделями не выходят из комнат. По оценкам правительства, таких изолированных молодых людей порядка 500 000. Государству пришлось закупать программы, в которых социальным работникам платят за то, чтобы они выманивали молодежь наружу. В стране с лучшим интернетом планеты платят людям за возвращение других людей в реальность. Хорошо, пойдем. Стоп, куда пойдем? Пойдем, поплачем вместе. Выходи, быстро! Но как общество доходит до этого? Все просто. Через механизм, который работает в вашем телефоне прямо сейчас. Социолог Леон Фестингер еще в 1954 году описал теорию социального сравнения. Человек определяет собственную ценность, сравнивая себя с окружающими. Тысячелетиями мы сравнивали себя с деревней, с парой сотен людей примерно нашего уровня. Социальные сети сломали этот масштаб. Теперь ваша деревня – 1 миллиард человек, и алгоритм показывает вам самых успешных, красивых и самых богатых из них каждый день. И у этого механизма есть вторая, еще более жесткая функция. Телефон стал не только витриной, он стал судом.
Каждый твой шаг можно сфотографировать, выложить и обсудить. Каждая ошибка фиксируется и не забывается. Интернет не умеет прощать, у него нет срока давности. В Корее волна анонимной травли способна уничтожить репутацию, карьеру и самого человека. Страна не раз хоронила молодых звезд после месяцев онлайн-ненависти. Люди живут с ощущением, что за ними постоянно наблюдает невидимое жюри и выносит приговоры без права на апелляцию. Корея довела это до предельной концентрации. Страна маленькая, плотная, все сидят в одних приложениях, все знают цену квартиры друг друга. Здесь невозможно выпасть из сравнения, уехав в другой город или сменив круг общения. Везде почти одно и то же. Есть даже корейское понятие, объясняющее половину этого видео. Нунчхи. Постоянное считание того, что о тебе думают другие. Полезный социальный навык, доведенный до абсурда целой нации. И вот результат. Страна из верхушки мировых рейтингов по экономике, технологиям и продолжительности жизни в рейтингах счастья абсолютно находится в нижней части списка. По уровню социальных связей и доверия у самого дна. Доля корейцев, в котором есть на кого положиться в трудную минуту, одна из самых низких в развитом мире. Каждый сам за себя. Южная Корея уже 20 лет удерживает первое место по уровню самоубийств среди развитых стран. Около 25-28 случаев на 100 тысяч человек, более чем вдвое выше среднего. И когда государство недавно объявило цель снизить этот уровень, ориентир был сформулирован так: опуститься хотя бы до уровня второй стороны этого списка. Не стать счастливыми, просто перестать быть первыми в этой таблице. Все начинается с бесконечной конкуренции, и учеба – это лишь ее начало. В такой конкурентной среде всегда будут победители, но также будут и проигравшие. Изначально корейцы всегда много сравнивали друг друга и конкурировали, а с развитием таких социальных сетей, как Instagram и YouTube, стало слишком много демонстраций успешной жизни. И это создает иллюзию, что такие люди – это норма, а те, кто не может показать такую успешную жизнь, выглядят ненормальными или отстающими. Вернемся к цифре из начала. 0,72 ребенка на женщину. Антирекорд в истории человечества. Правительство заметило проблему давно и за 1,5 десятилетия потратило на стимулирование рождаемости сотни миллиардов долларов. Выплаты за ребенка, субсидии на жилье, отпуска, даже идея освобождать многодетных отцов от армии. Результат всех этих программ вы уже знаете. Кривая рождаемости все эти годы шла вниз. Почему деньги не сработали? Потому что государство решало не ту задачу. Оно думало, что люди не заводят детей, потому что это дорого, а люди не заводят детей, потому что поняли кое-что другое. Посчитаем глазами молодого корейца. Квартира в Сеуле стоит больше десятка годовых доходов семьи. Жилье здесь одно из самых недоступных в мире относительно зарплат. И в корейской культуре квартира — это не просто жилье, это путь во взрослую жизнь. Без своей квартиры мужчина не жених. Родители невесты спросят про квартиру раньше, чем про его чувство к невесте. Без квартиры пара не семья, а ребенок безответственность. Нам просто нужно зарегистрировать наш брак и завести ребенка. Не хочу заводить детей бездумно, как мои мама и папа. И миллионы молодых корейцев, глядя на цены, понимают, это разрешение они не получат никогда. Так целое поколение застревает между юностью и взрослой жизнью, работая как взрослые, а живут как студенты десятилетиями. Добавьте сюда долги. Корейцы одни из самых закредитованных на планете. Учеба в кредит, жилье в кредит, статус в кредит. Корея является самой дорогой страной мира для воспитания детей относительно дохода, и львиная доля этих зарплат – те самые хагвоны. Но самое главное, то, чего нет в таблицах. Завести ребенка в Корее значит записать его в ту же гонку. С 2 лет академия, с 7 рейтинг, с 17 сунын, и каждый молодой кореец знает это из его статистики. Он сам только что пробежал эту дистанцию. Социологи даже дали этому поколению отдельное имя – поколение 3 отказов. Это молодые корейцы, которые отказываются от свиданий, от браков и от детей. Потом список стал длиннее. К этим отказам добавились жилье, карьера, мечты, нормальная взрослая жизнь. Так появилось поколение N отказов. Поколение, которое уже не может точно сказать, от скольких вещей ему пришлось отказаться. Самые образованные молодые люди в истории страны один за другим выходят из игры. Они не выходят на улицы с плакатами, не устраивают революцию. Они просто перестают участвовать. Среди женщин этот отказ стал еще жестче. Так появилось движение 4 нет.
Нет свиданиям, нет сексу, нет браку, нет детям. Молодые мужчины и женщины в Корее все чаще смотрят друг на друга не как на будущую семью, а как на источник проблем, риска и разочарования. И когда доверие между полами исчезает, рождаемость падает уже не за денег. Она падает потому, что люди больше не хотят строить свою жизнь вместе. Население сокращается, смертей гораздо больше, чем рождений. Для простого воспроизводства нужно 2,1 ребенка на женщину. От 0,72 до 2,1 пропасть, которую не закрывала еще ни одна страна в истории. Допустим, человек прошел всю дистанцию честно. Учился, терпел, работал по 50 часов на неделю, 40 лет подряд. Что ждет его на финише? Почти половина корейских стариков живет в бедности. Это худший показатель среди всех развитых стран мира. Страна разбогатела так быстро, что пенсионная система просто не успела за ней. Люди, которые своими руками построили это будущее, сегодня в 70 лет развозят посылки, моют посуду и собирают картон на улицах ночного Сеула, между неоновых вывесок компаний, которым отдали свою жизнь. А уровень самоубийств среди пожилых корейцев самый высокий в стране. Вот он итоговый контракт этой гонки, если прочитать его целиком. Детство ты отдаешь рейтингу, молодость внешности, зрелость корпорациям. А в конце выясняется, что награда не предусмотрена. Гонка не обещает даже нормальной спокойной жизни тем, кто пробежал ее до самого конца. Теперь вы понимаете, почему рождаемость в стране – это самый честный опрос общественного мнения, который существует в мире. На словах можно любить свою страну, гордиться экономикой, но решение принести в этот мир ребенка – это ответ на один единственный вопрос. Хочу ли я, чтобы кто-то прожил такую жизнь, как моя? Целое поколение самой успешной страны мира отвечает «нет». Остался последний вопрос. Какое отношение все это имеет к нам? В Берлине живет философ корейского происхождения Хан Бёнч-Холь. Он покинул Корею молодым, и возможно именно поэтому сумел разглядеть то, что изнутри не видно. Его книга «Общество усталости» стала мировым бестселлером, а ее центральная идея переворачивает первичное представление о свободе. Старый мир, говорит он, был обществом запрета. Начальник государства говорили тебе нельзя, и ты знал, кто твой угнетатель. Против него можно было бунтовать. Новый мир – общество достижения. Никто не говорит нельзя. Все говорят, ты можешь. Можешь больше зарабатывать, лучше выглядеть, быть продуктивней, прокачивать себя. Звучит как свобода, но у нее есть темная сторона. Если ты можешь все, то в любой своей неудаче виноват только ты. Начальник не исчез, он переехал внутрь тебя. Современный человек, пишет Хан, предприниматель самого себя, который эксплуатирует себя добровольно, охотно, без выходных, и называет это самореализацией. Против начальника государства или чужих правил можно бунтовать, но как бунтовать против внутреннего голоса? Представьте, что вам нужно спроектировать идеальную тюрьму, без стен, без охраны, без затрат. Как бы она выглядела? Вы бы сделали так, чтобы каждый заключенный сам следил за собой, сам сравнивал себя с соседями и сам наказывал себя за отставание. Сам выкладывал отчет о своей жизни на общее обозрение, сам стремился стать более удобным, красивым и продуктивным и считал это своим личным выбором. Идеальная тюрьма – та, которую заключенный называет свободой и носит ее в кармане. Вот почему это видео не про Корею. Все ингредиенты корейской формулы уже есть в каждой развитой стране. Рождаемость падает по всему миру. В Италии и Испании 1,2, в Китае ниже 1,1, в США рекордно низкая, а в городе вроде Сан-Франциско и Лондона по числу детей уже достигает Сеул. Подростковая тревожность и депрессия растут синхронно с проникновением соцсетей на всех континентах. Это фиксируют десятки исследований. Эпидемию одиночества официально назвали угрозой здоровья в США и Великобритании. Там даже появилось Министерство по делам одиночества, второе в мире после японского. Выгорание Всемирная организация здравоохранения внесла в международную классификацию болезней. Корея не другая, Корея первая. Она раньше всех собрала полный комплект: гиперконкуренция, гиперурбанизация, гиперподключенность и культ успеха, и показала, что получается на выходе. Это не их менталитет, это эксперимент, поставленный на людях, которые от нас ничем не отличаются, просто запущенный на 30 лет раньше и на максимальной скорости. Уильям Гибсон был прав, будущее уже наступило, оно просто распределилось неравномерно, и Корее досталось больше всех. В начале видео мы задали вопрос: если Корея страна будущего, почему в этом будущем так мало счастья? Теперь, когда вы видите всю картину, можно ответить честно. Корея не сделала ничего плохого. Наоборот, она сделала все правильно. Слишком правильно. Учиться усерднее всех, работать больше всех, выглядеть лучше всех, достигать быстрее всех. Это страна, которая живет синдромом отличника. С самого детства. С самого детства все население 70 лет подряд. Становиться лучше. Вот ее главная философия. Ее религия, ее смысл. И на этой стороне история поставила эксперимент, который никто не решался бы поставить специально.
Что будет, если целая нация доведет идею стать лучше до абсолюта? Ответ перед вами. Быть лучше не значит быть счастливым. Поймите правильно, развиваться нужно, стремиться к новым высотам конечно. Желание стать лучше подняло Корею из руин. Проблема не в самом движении. Проблема начинается там, где лучше становится единственным мерилом права на существование, где ты больше не человек, который растет, а проект, который обязан расти, бесконечно, иначе позор. Но у гонки за лучшее есть 3 тихих закона, о которых не пишут в книгах об успехе. Первый. У слова «лучше» нет финиша. Лучше это направление, а не точка назначения. Сколько бы ты ни заработал, всех денег не заработаешь, всегда найдется богаче. Каким бы красивым ты ни стал, самым красивым не станешь, всегда найдется лицо моложе. В гонке, где мерило сравнение с другими, победа невозможна по определению, возможен только следующий круг. Финальную черту постоянно переносят, тренды меняются, идеальное лицо 10-летней давности сегодня выходит из моды, а операция остается. Престижная профессия, ради которой убивались 10 лет, устаревает за 5. Ты бежишь к цели, которую кто-то передвигает прямо во время твоего забега. Это не гонка, это колесо. А в колесе нет финиша, есть только истощение. И третий, самый важный. Счастье вообще лежит не на одной дороге. Счастье — это не первое место в чужом рейтинге. Это душевное спокойствие внутри себя. Это способность вечером сказать: «Я сделал все, что мог», и этого достаточно. Человек, который сравнивает себя с собой вчерашним, растет. Человек, который сравнивает себя с миллиардом людей в ленте, истощается. Движение одно и то же, точка отсчета разная, и в ней вся разница между развитием и самоуничтожением. Корея потратила 70 лет, триллионы долларов и благополучие целого поколения, чтобы доказать миру одно: можно построить идеальную витрину и потерять желание жить за ней. Можно выиграть все соревнования и обнаружить, что приза не было. Можно стать лучше всех и ни дня не побыть счастливым. Будущее уже наступило. Вопрос больше не в том, придет ли оно к нам. Вопрос, войдем ли мы в него бегущими по колесу или идущими дорогой, которую мы сами себе выбрали. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Такие видео требуют много времени, поэтому если вы хотите поддержать канал, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь. Это поможет видео найти людей, которым оно реально станет полезным и даст возможность задуматься и что-то поменять в жизни. И обязательно переходите в мой телеграм. Там я разбираю важные события, которые влияют на мир, экономику, рынки и ваши деньги. Не просто новости, а то, что реально может менять тренды, цены и создавать новые возможности для заработка. Нас в телеграм уже почти 40 тысяч. Ссылка есть в описании. Подписывайтесь на YouTube, заходите в Telegram. Вам еще раз спасибо за просмотр. И не забывайте, в вечной гонке нет финиша. Не забывайте останавливаться и просто жить.